Приветствую вас, мои дорогие, мои любимые, мои самые смелые, самые мудрые, самые невероятные девушки, которые находятся в поле моего канала. Я вас приветствую. И сегодня у нас с вами будет невероятно волшебный расклад. Кто на моем канале постоянно уже понял, где я нахожусь, каким видом и какой расклад я здесь записывала. И что сегодня за тема. Так вот, сегодня на кофейной гуще мы будем смотреть тему. И сразу парочка проплыла. Посмотрите, вот просто гуськом. Помните, у нас был последний расклад на кофейной гуще. Он дышит вам в затылок, он прям за вами идет. Так вот, будущий муж. Помните, райская жизнь с ним вас ждет. Я записывала именно на этом месте расклад будущий муж. Так вот, сегодня у нас будет на этой чашечке, на кофейной гуще, мы посмотрим, что у вас будущий муж, о котором мы говорили в тех двух раскладах, что он вам хочет передать, что он вам хочет сказать. И вообще мы посмотрим сегодня, какой он. Вот немножко заглянем в его, скажем так, душевные закрома, да. Ну что, помните, да, этот расклад у нас назывался «Будущий муж, он подарит вам рай на земле». По-моему, так я назвала этот расклад. А совсем недавно самый первый расклад на кофейной гуще у меня был. И там, помните, я даже в свой закрытый телеграм фотографировала, как он уже к вам в затылок дышит. Понимаете, этот человек очень рядом. И посмотрите еще, какая интересная тоже тарелка. Знаете, вот тоже говорит мне это очень о многом, что на самом деле путь ваш друг к другу очень долгий. Это не так, что, знаете, вот вы вот только-только у вас начинаются отношения, вы встретились. Нет. Это та любовь, знаете, такая вот как будто бы поздняя любовь. Или любовь уже такая зрелая. Любовь, когда вы уже прошли определенный путь, причем оба. Вот вы там видели, гуськом уже шли, вот прям вот в затылок друг к дружке. Очень интересно. Посмотрите, какая чашечка. Сейчас мы ее будем смотреть. Ничего не вытекло, вся такая энергия, понимаете, все очень конкретно, все сегодня очень четко. Смотри, какая белоснежная чашка. Ну что, такое небольшое вступление, настройка на вас, на тех, кто сегодня попал на сегодняшний канал. Очень интересно, смотрите. Сегодня такая очень жиденькая чашечка. Но сейчас она быстренько застынет. Сейчас мы этот рядышком поставим, блюдце. Я потом вам сфотографирую обязательно, как обычно, в закрытый телеграм-канал и все покажу. Ну что, девочки, начинаем. Во-первых, все-таки мне идет, что это встреча, к которой, как я и сказала, вы шли достаточно долго, еще продолжаете идти, и еще какой-то путь есть впереди. То есть это путь, который вы еще пока проходите, еще впереди есть какой-то отрезок. То есть я знаю, что многие пишут, ну вот я так устала ждать, я хочу вот завтра. Те, кто смотрит этот сегодня расклад, это девушки, которые, в принципе, уже так много прошли, они уже не цепляются, понимаете? Вы настолько... Вот кто, для кого сегодняшний расклад, это девушки, не для которых вот там сегодня, завтра и все. Понимаете? Нет, для вас завтра, послезавтра, для вас временные рамки уже эти не важны. Вы настолько мудрая, светлая, для вас вы настолько живете свою классную жизнь, что для вас вся жизнь путь, понимаете? И встреча этого человека путь. И вот, кстати, интересно, вот я сказала, вот сейчас вот энергия такая выходит на вас обоих, как будто бы вы дублируетесь. Вот. Ну вот это немножко такая идентификация сейчас пошла на вас. Мне пришло, что нужно про вас пару слов сказать, чтобы вы себя узнали. И мы дальше пойдем разбирать. То есть на этом этот расклад для тех девушек, и его будут смотреть те девушки, которые уже поняли, они не торопят жизнь, не торопят вселенную, которые очень хорошо понимают, что означает в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми. Понимаете, вы это очень хорошо понимаете. Это для вас не просто слова, для вас это уже, как бы, знаете, такая мантра, это такая жизнь, которой вы живете. И поэтому вы лучше подождете, вы лучше вложитесь, вы лучше, как бы, знаете, такое идет, как будто бы себя даже докрутите, себя достроите, чтобы это было уже то. Вам не нужно, вы не хотите, понимаете, вы больше не хотите вот просто отношений, которые были. Вы хотите того самого, того человека, которого вот просто вам Бог пошлет, как говорится. Вот понимаете, вот, ну прям вот такое вот идет. И вы готовы этот путь идти, понимаете? Вам вообще не важно, сколько это, год, 2, 10. Даже вот, понимаете, вот кто-то из вас говорит, вот мне абсолютно не важно время. Причем такой, знаете, такой очень двоякий момент идет. С одной стороны, я же говорю, вот посмотрите, здесь такой двоякий момент идет. С одной стороны, мне не важно время, но с другой стороны, хочу сейчас. Сегодня мне подавай, вселенная, понимаете? Вы такая, с одной стороны, очень терпеливая, очень мудрая, но с другой стороны, вы такая женщина, вы такая, хочу сейчас, и все, и все. Вот это о вас. Ну что, давайте, сейчас я отставлю чашечку, как обычно, мы сейчас пообщаемся с блюдцем.
Ой, сейчас, девочки, давайте я сейчас тут такое кресло, я сейчас так устроюсь, да, извиняюсь, я сейчас займу позу удобно, потому что сидеть долго, полчаса, чтобы я чувствовала себя комфортно. Ну что, мои дорогие, сейчас еще мы вот так вот немножко поближе сделаем. Момент, извиняюсь, это жизнь, понимаете, это жизнь. Вот это, понимаете, тоже, теперь мне удобно. Это вот тоже, кстати, знаете, такая сонастройка, чтобы я вот это, знаете, там что-то придвигалась куда-то, понимаете, вот это вы такая. Такая, говорю, с одной стороны, вы такая мудрая, буду ждать, а с другой стороны, вы уже ерзаете, как бы, Ева, пожалуйста, я больше ждать не хочу. Вы даже мне сейчас говорите, Ева, ты, пожалуйста, можешь просто посмотреть еще раз? Мне не нравится то, что ты сказала. Я хочу, чтобы это было послезавтра. Ладно, завтра ладно, послезавтра. Вот это вы сейчас. Пишите в комментариях, кому срезонировало, потому что я же говорю, такое состояние, с одной стороны, вы как бы на позитиве, а с другой стороны, вы такая, так, опять это ожидание, нет, не подходит. Девочки, тут просто история жизни на этой тарелке. Я вам сейчас ее расскажу. Она такая получилась невероятная. Посмотрите, я сфотографирую потом. Во-первых, вы с ним, как инь и янь, две половинки. Ваш будущий муж вам говорит, ты неземная, ты звезда. Такая, как ты, только одна. Он говорит, вот такую женщину, как ты, я не то, что... как бы, я не то, что я даже ее не узнаю, я ее не упущу. Потому что я сразу же увижу и замечу в тебе те самые, вы знаете, такие, вот ты как бриллиант, тебя невозможно заметить. Ты на солнце, ты отражаешь свет. И как я могу тебя не заметить? Почему ты даже об этом волнуешься? Он говорит, почему ты себя недооценишь? Почему ты думаешь, что ты незаметна? Он говорит, ты очень заметна, и поверь, твоя энергия для меня будет очень заметна, я ее сразу же почувствую. Почему ты в себе сомневаешься? Он даже как будто бы злится, понимаете? Тут мужчина, который вот ваш будущий муж, он будет всячески вас ублажать, дарить вам подарки, пытаться устраивать для вас какие-то сюрпризы. И он вообще будет немножечко даже, я вот вижу, не то что раздражать, но вот он будет видеть вот этот момент какой-то вашей самооценки, что вы были ранены в прошлом. И он будет как будто бы пытаться это восстановить, потому что для него это как будто бы вот вы такая, это несправедливо. Такая женщина, как вы, должна быть с высокой самооценкой, должна любить себя, она должна нести себя, у нее должно быть вообще никакого сомнения, понимаете? И у него постоянно, вот понимаете, здесь даже вот какая-то часть гущи, она даже не может так вот застыть, понимаете, вот она по этой тарелке туда-сюда. Здесь такой момент какой-то идет, как будто бы, вот я же говорю, вот это вот ваша какая-то такая вот неуверенность в себе, неопределенность, сомнения и в том, что вы встретитесь, и в том, что вот он вам как будто бы из будущего говорит, почему ты вообще сомневаешься, разве это сопоставимо с тобой? Вот ты просто какая-то вот звезда, ты вот как алмаз, вот ты алмаз, вы для него как алмаз, даже не бриллиант, алмаз, ты такой, знаете, немножко неограненный, такой немножко своенравный, такой уникальный. И вы здесь как инь-янь, понимаете, здесь идет как бы месяц, причем месяц молодой рождения. Вы посмотрите, он прям полумесяцем здесь вышел. Лунная энергия, солнечная. Вы посмотрите, вот как это сделано, как это все произошло. Понимаете, ваша лунная энергия женская и его солнечная энергия мужская, они просто, ты же говоришь, гуськом, вот как здесь луна и солнце, они одна за другим, причем они такие огромные, четкие, ясные, конкретные, проявленные энергии. То есть ваша женская энергия очень проявленная, я же говорю, ее не заметить невозможно, мужчину с солнечной энергией, мужчину со слабой энергией, мужчину с еще не проработанными мужскими качествами, мужчина, который вообще не понял, что есть мужские качества и не пользуется ими, такой мужчина вам просто не... Здесь они как бы, знаете, даже вот посмотрите, они как будто бы стыкуются, они не состыкуются, а вы с ним состыкуетесь. И он говорит, о чем ты вообще можешь волноваться. Такая женщина яркая, с такой женской энергией не останется незамеченной таким мужчиной, как я. И вот посмотрите, вот они опять гуськом пошли. Только я сказала, что вот они плавают там, посмотрите, вот они прям влепились друг в друга. И здесь, понимаете, вот, ну это невероятно, посмотрите. Он говорит, да, еще какой-то есть путь, еще даже, он говорит, какое-то еще будет даже препятствие в твоей жизни. Еще будет какое-то препятствие в твоей жизни, и я буду как ангелом твоим. То есть я, понимаете, ведь мы души, когда мы подписываем контракты, когда мы понимаем, что этот человек наш по судьбе, эта встреча уже заготовлена судьбой. Так вот он, как будто вы понимаете, его душа, не он сам, понятное дело, его душа, понимаете, на уровне души подсознания,
Он мне сейчас передает, что у тебя будет еще испытание. И, кстати говоря, вы в ближайшее время такое мне идет, что вы или куда-то поедете, или полетите, кстати говоря. У вас или какой-то план есть, или вам это нужно сделать. Что-то такое идет. И это будет часть вот этого пути перед встречей с ним. Как будто бы ваша энергия начнет раскачиваться. Вообще начнете себя чувствовать более уверенно, раскрепощенно, более как-то счастливо. Потому что, знаете, вот почему я сказала алмаз или бриллиант, я даже на этом сконцентрировалась, потому что вам как будто бы все свои грани нужно отполировать. Вот не зря у нас проходил недавно курс «Разбуди в себе богиню», понимаете, уже девочки даже на самом первом уроке писали какие-то невероятные вещи, какие они себе узнавали и какие в них начинают пробуждаться, понимаете. Я говорила, что это последний поток, но похоже, нужно будет делать очень много потоков, девочки. Потому что, конечно, самим проходить это не то, когда я вас веду, когда мы делаем это в группе, это удивительная энергия, это невероятно женский круг силы. Потому что здесь вот прям, понимаете, говорится о женской энергии, о женском круге силы. То есть почему алмаз-бриллиант? Потому что как будто бы вас нужно огранить, и вы должны сама эту огранку сделать. И самое главное, что когда этот человек вас встретит, вы уже будете ограненный бриллиант, понимаете? И он вас как будто бы посадит в эту оправу, понимаете? И он будет вас вот это вот холить и лелеять. То есть это человек, который будет постоянно повышать вашу самооценку, понимаете? То есть у вас вообще до этого были мужчины. Кстати говоря, вот здесь вот такое ощущение идет, что как будто бы вообще сейчас мы еще чашечку будем смотреть. Вот по блюдцу мне идет такое, что прошлые отношения, понимаете, вот их даже лучше не вспоминать. Вот лучше даже забыть, потому что это порядком, вообще не те порядком отношения, которые у вас будут впереди. Потому что то, что впереди, это настолько масштабно, настолько яркое, то, что невозможно не то, что пропустить, а то, что еще придется пережить. О, Боже. Господи, у меня сердце остановилось. Мужчина, наверное, полтонны прыгнул в бассейн. Это было так громко, микрофон во мне. Я же говорю, это не заметить невозможно на словах. Это такое большое. Господи, кто смотрит мои расклады, девочки, постоянно тут понял, что сейчас происходит. Вселенная просто кричит, потому что, чтобы вы поняли, понимаете, что вы поняли, что здесь вся ангельская поддержка, что все высшие силы сейчас просто ведут наш поток. У меня аж сердце ушло, я же говорю, заметить такое невозможно, потому что сердце среагирует, потому что будет однозначно это что-то очень большое. Я же говорю, как будто вот даже говорить, вот знаете, вот я смотрю, как будто бы прошлое, оно исчезает. Когда появляются эти отношения, как будто бы прошлое отрезается. Оно вообще даже не хочется о нем вспоминать, чтобы оно как-то не фонило на это будущее. Девочки, какая прекрасная тарелочка. Сейчас я еще вам скажу. Кстати, или в вашем имени есть буква А, или оно начинается на А, или это важный такой звук в вашем имени, или да. Или в его, кстати, имени, но это на вас, в вашем имени есть буква А. Или в фамилии. То есть в вашем изречении есть буква А. Вот это первая буква алфавита, понимаете? Вот А. Здесь буква А. Может быть, еще буква Д, но это прям очень редко. В основном буква А у меня идет. Ему это будет нравиться. Анна, Анастасия, Алена. Вот А, вот это вот много А. А у кого нету такой буквы, там может быть буква Д еще. И еще здесь может быть момент, что как будто бы, вот понимаете, вот, знаете, нас с детства учили, я последняя буква в алфавите, потому что здесь еще вот ее как я, с другой стороны, если развернуть ее, можно как я посмотреть. То есть я последняя буква в алфавите, понимаете, вас так учили, вы с такой программой выросли. И хотя вы уже сейчас понимаете, что это не так, удивительный момент, что все время ваш мужчина будет вам как бы напоминать, что А – это первая буква, Я – это первая буква в алфавите, А – твоя буква, или там какое твое имя, ты первая буква в алфавите, понимаете? Вот все время, поэтому я на А вот это сейчас сконцентрировалась, потому что это на самом деле не первая буква алфавита, и вы самое главное, вы самое важное, вот эта самооценка, понимаете? Короче говоря, у вас однозначно будет какое-то путешествие или поездка, что-то, какое-то будет движение в ближайшее время. Может быть, даже какое-то короткое. Потом после этого момента движения будут какие-то сложности. Потом будет какой-то период, будет казаться, что даже все идет на спад. Вообще у вас как будто бы будет ощущение, что жизнь только не улучшается, вы слушаете расклады, все как будто бы идет только на спад.
потом поездка, потом какое-то событие очень активное будет. Какие-то, может быть, даже трудности придется преодолевать, что-то нужно будет решать. Кто-то будет переезжать из квартиры в квартиру, у кого-то по работе вопросы. То есть это для вас будет какое-то реально такое ощущение, что мне нужно как это Гераклу превозмочь какие-то свои силы. Потом вы как будто бы справитесь с этим, почувствуете победу, потом такое ощущение, что опять какой-то спад, застывание, такой еще период жизни будет. И уже только потом встреча с этим человеком. Уже только тогда произойдет ваша встреча. Причем этот отрезок жизни зависит, я же говорю, очень берите у себя. Есть люди, которые работают с собой, ежедневно прорабатывают, и они каждый день, знаете, есть день, есть пища, каждый день у них внутренний диалог, молитва с собой. И ваша жизнь тогда очень быстро реагирует, вы живете в потоке Вселенной. Есть люди, которые, пока, как говорится, петух не клюнет, так, мужик не перекрестится, и вы ждете, пока оно само что-то поменяется. Понимаете, разная степень вовлеченности и осознанности, разная скорость жизни. Поэтому здесь абсолютно мне вот идет, что зависит от вашей осознанности, от вас. Так, что еще он вам передает? Он передает, что я как будто бы вот я приклеился к тебе уже. Наши души уже склеились. Как ты этого не видишь? Как ты вообще этого не чувствуешь, он мне даже говорит. Ты же что, не чувствуешь моих прикосновений? Энергетических прикосновений. Неужели ты не чувствуешь? Я же выпила эту чашечку турецкого кофе, меня уже начинает сушить. Это тоже, кстати, я сейчас вода, понимаете? Вот такое ощущение, что нужно как будто бы вам... Он говорит, ну как же так, что вот видите, мне засохло во рту, я сразу же выпила, да, то есть он, и вот я же сейчас в потоке к нему подключилась, к вам, и такой момент идет, что как будто бы он говорит, почему ты такая нечувствительная, давай, у тебя же есть столько, ты же алмаз, ты невероятная, ты самое главное, почему ты свою чувствительность, вот эту женскую энергию, вот здесь же луна, понимаете, она растущая луна, посмотрите, как здесь интересно. Он говорит, как же так, что ты свою женскую энергию не используешь на максимум, это же ускорит нашу встречу. И вообще ты как ты сделай этот шаг. То есть, понимаете, вот я уже много раз объясняла, что есть встреча, когда две души друг другу предназначены, и их встреча не происходит, потому что кто-то из душ еще не готов, и кто-то еще что-то дорабатывает, что-то еще готовится. Их как бы здесь такой момент, что мужчина как будто бы уже готов, вот он уже созрелый, а у вас еще только вот это дозревание, причем наполовину. Если посмотреть загрузку вашу, даже не наполовину, сейчас скажу, 65% у вас загрузка, ровно 65, 66%, то есть вот что-то такое идет, понимаете? Даже, может быть, любимая цифра 69 вам хорошо подойдет, кто-то сейчас такой, ха-ха-ха. Вот оно идет такое, потому что вот вы такие, знаете, инь-янь 69, у вас такая вот энергия слияния с ним. Но это, знаете, человек, вот это абсолютно как будто бы, не знаю, вот это вот, понимаете, вот так вот. Могут руки соединиться вот так вот. Нет, вот так вот они не могут. Они могут соединиться только вот так, понимаете? Вот это вы с ним, вот только вот так. И вот это все время вот так, за ручку. Вы, кстати говоря, вот мне идет, что вы даже за руку с ним как-то будете ходить не вот так, а как-то вот так вот, понимаете? Вот какое-то у вас будет такое очень крепкое, взрослое такое держание друг другу за руки. И вы будете, кстати, очень много за руки держаться. Все время какие-то прикосновения будут у вас. Он все время будет как будто бы вас обнимать. Или вот... И даже, знаете, какой-то момент как будто бы за шею. Вас так раньше никто не держал, и для вас это раньше даже могло бы быть унизительным. Почему-то мне идет, что как будто бы вот он так за шею вас будет обнимать, когда или сзади держит. И вам это понравится, вы почувствуете в этом какую-то такую мужественность. Причем это он всегда будет инициировать. И это будет как-то не сюси-пуси, это как-то очень будет по-мужественному, как-то из солнечной мужской энергии. Так, ну что, девочки, поехали, давайте дальше смотреть. Какой ветер поднялся. Но это меня уже ветер сейчас разгоняет, чтобы я побыстрее переходила к чашечке. Ой, девочки, у вас в ближайшее время очень много событий, вы должны очень много работы сделать. Кто-то придет ко мне на консультацию, мы очень хорошо поработаем. Кто-то придет в курс. У кого-то... кто-то вообще сейчас подумает о том, что есть столько вещей, которые я откладывала, надо сделать было то, купить то. Допустим, кто-то даже скажет, ой, мне нужно было давно поменять гардероб, а вообще мне нужно было на работу строиться, а вообще мне нужно и это, и это, и это, и это. Оказывается, я на самом деле думала, что я как бы
готова к встрече человека, и мне вообще нужен человек, но, оказывается, мне столько в себе нужно еще как-то вот понять, перестроить, как-то действительно подготовить себя, понимаете, потому что очень многие хотят отношений, но реально, когда начинаешь просматривать энергетику человека, да, ты понимаешь, что у него там блок, там блок, там блок, как будто бы даже вот как подойти к этой стене, понимаете, должны быть какие-то выемки. Вот мне здесь прям идет такое, что, понимаете, вот вас как вот по выемкам, то есть вот как будто бы, вот, понимаете, вот я же говорю, какое-то должно быть вот такое слияние, то есть вы поймете, что у вас как бы вот так вот, куда здесь войти? Как будто бы некуда войти в эту энергию. Вы сейчас это поймете после этого расклада, почувствуете, и вы как будто бы начнете вообще, до вас, как, знаете, как говорится, слово такое идет, допетрить. Вот вы такая как будто бы допетрили. То почему-то такое грубое. Вы даже про себя думаете, ну как я такая балда, я этого раньше не замечала. И у вас вообще начнется такой период, вы, знаете, как будто бы в ближайшее время столько в себе поменяете, столько в себе перестроите. Вообще вот там от того момента сейчас у каждого это свой срок, но какой-то период такой будет, что вы себя буквально вообще не узнаете. Боже, такой ветер, волосы лезут везде. Так, девочки, ну что? Путь важный, путь очень длинный, путь невероятный. Это путь пока, знаете, путь пока одной. Здесь вот вообще все мне говорит, кстати, какая, смотрите, вот чашечка сегодня. Очень плотно, очень событийная. Сейчас мы все посмотрим. Каждое событие разберем. Во-первых, у вас, то, что я сказала, сейчас вы должны стать для себя, знаете, вот мне идет прям как башня, Эйфелева башня, какой-то тавр. В любой стране мира есть какая-то вот башня, понимаете, она стремится к свету, стремится к небу. Она невероятная, заметная. Вот вы должны стать такой вот каким-то таким вот этим, какой-то очень стойкой, очень сильный, какой-то такой, знаете, прям вот какой такой, знаете, как антенна, вот она такая с космосом соединяется, радиобашня такая. И вот эта вся энергия туда, все силы туда. Будет разговор с кем-то в ближайшее время. Вот я сейчас вам рассказываю все про эту встречу, немножко еще про вас, про будущее, а потом посмотрю, что он вам еще передает, пока мне про вас идет. И, кстати, говорит, я сказала, что он вам передает. Он вам передает, он говорит, что у меня самого подпекает. Он говорит, у меня самого столько подпекает, я так уже устала ждать, я столько намаялся. Снова маялся идет. Он говорит, я так намаялся. Я так устал, говорит, у меня подпекает уже в одно место. Ну, в смысле, не переднее место, а заднее место. В смысле, у него его подпекает, понимаете? Вот как сейчас я правильно скажу. Просто мне есть поток. Почему-то он такие слова говорит, подпекает. Очень эмоциональный человек, чувственный человек. Понимаете, вот есть люди, которые, вот они легко выражают себя. Вот он такой человек, который будет легко себя выражать. Вот не нужно из него снова вытягивать. Знаете, если из мужчины вот это пытаешься его разговорить, вот это что-то из него вытянуть, то человек сам выдает все. Ты ему А, он тебе Б. Вот это не нужно ему наводящие вопросы, понимаете? Вот здесь вы стоите, как будто бы, понимаете, вот разговор лицо к лицу, понимаете? Хотя вот вы видите, гуськом были. Лицом к лицу, разговор лицом к лицу. И вы даже вот были повернуты друг к другу у меня на тарелочке. Боже, тарелка вообще невероятна. Солнечная мужская энергия. Понимаете, мне интересно, что всегда такие блюдца выходят, я смотрю, вот на раскладе, когда я делаю, когда я там себе или другим людям смотрю на кофе, то это, поскольку я это только для себя, мне не нужно это фотографировать и выкладывать вам, да, это какие-то образы очень такие, которые только я пойму. А здесь всегда, вот уже второй, получается, будет на канал, и здесь образы, которые понятны сразу. То есть если я вам сейчас расшифрую, вы потом посмотрите, и вы подумаете, да, действительно. И здесь такой момент, как будто бы вам свою женскую энергию, понимаете, нужно раскрыть. Вот у вас женская энергия пока не раскрыта. Поэтому я же говорю, стыковка пока не может произойти. Девочки, приходите на консультацию, приходите в курс «Разбуди себя богини», курс, который прошли, ну, просто сотни женщин, поверьте, это очень мощная вещь, после которой многие выходят замуж, встречаются и вообще меняют свою жизнь. Потому что да, за очень простыми практиками, которые я все делала сама, которые помогли и мне изменить жизнь, и выйти замуж, и найти свою любовь, и построить совершенно другую жизнь, они помогли и другим женщинам, понимаете, очень многие вещи. Это простые вещи, на первый взгляд, но они на самом деле очень глубокие. Он такой умный, и он вам говорит, что ты вообще? Тебе говорит, вообще думать головой не надо, думать буду я, решать буду я. Говорит, ты можешь, пожалуйста, свою, здесь прям говорю, сердечную чакру и свою женскую энергию, ты можешь просто, пожалуйста, по своему... Кстати, интересно, что сегодня тут я, кофейная гуща у меня было декольте просто наружу. И здесь опять у меня, видите, сегодня ничего не было, опять у меня декольте вот это вот в экран. Потому что вот это, понимаете, вот такое ощущение, что он говорит, ты можешь, пожалуйста, своей сердечной чакрой, женскими вообще делами займись, пожалуйста. Потому что иначе мы с тобой вот это так и будем ходить гуськом, так и не встретимся.
Он вообще, он такой, понимаете, он такой деловой, он вам указания раздает. Причем как-то так раздает с любовью, я не знаю, такой деловой прям вообще. Он говорит, не надо тебе ни о чем думать, ни о чем беспокоиться. Я буду обо всем думать, буду решать, буду беспокоиться. Ты можешь просто расслабиться, любить, жить, наслаждаться и раскрыть вот эти все свои качества в себе. Мы будем так счастливы, мы сразу друг к другу притянемся. Потому что пока ты не раскрыла свою женскую энергию, я не могу как бы тебя засечь. Вот эти вибрации наши не стыкуются. И у него, кстати говоря, у него могут быть дети. У кого-то. Или какие-то еще хвосты из прошлого у него, кстати, могут быть. И, возможно, вам тоже нужно будет с этим как-то подготовиться к этому. Потому что, ну, в смысле, подготовиться, потому что вам подумать об этом. Потому что понимать, что это человек достаточно зрелый и мудрый, то есть это не ребенок. И у него могут быть уже какие-то свои прошлые истории, своя прошлая жизнь. И вам нужно будет его принимать со всем его багажом. Возможно, даже здесь не про ребенка. Это, понимаете, у него может быть этим ребенком его бизнес, его работа, его дело. Оно может быть настолько масштабным, глобальным, значимым для него, что вы можете сидеть завтракать, обедать, и он в любой момент может просто взять вот эту трубку и все, и на час пропасть. А у вас, поскольку проблема самооценки еще не проработана, нам это в самом начале рассказа показали, вы будете сразу же это воспринимать, как будто бы я недостаточно хороша. Вы будете это принимать на свой счет. А вы скажете, Ева, что за ерунда ты такую говоришь? Ну, пусть говорит. Вот мне идет, что... Раз, два, три, 10, а потом вы начнете, вместо того, чтобы радоваться, что он работает, вы начнете чувствовать, что это бьет по моей самооценке, значит, я не так важна. Есть вещи поважнее, понимаете? Я же говорю, а здесь идет, что нужно будет принять его. Причем у него там много. У него может быть или несколько бизнесов, или у него может быть дети и бизнес. Вот что такое? То есть у него какая-то... У всех по-разному проиграется. Расклад, девочки, общий. Но смотрите, да, то есть это вам нужно проработать. Потому что когда у вас есть своя жизнь наполненная, у вас большая самооценка, вас такие вещи не будут триггерить. А мне показывают, что вот он вам передает, что у меня есть багаж. И чтобы тебя это не триггерило. Дальше поехали. Что вам еще передает? Он говорит, у нас с тобой столько еще впереди, мы с тобой будем путешествовать. Я вообще буду тебя, говорит, таскать везде за собой. Вот, то есть он не будет, понимаете, такой мужчина, который поехал там по делам, по работе, куда-то там что-то, который будет там вас оставлять и сидеть. Он говорит, вот я же говорю, вот это вы гуськом. Так вот. Да-да-да-да-да, везде. Мы с Тамарой ходим парой. Он говорит, я, говорит, уже тебя никуда не отпущу. Мне нужна женская энергия рядом. Постоянно. Ну, и тут еще фаллические все истории. То есть очень, у человека очень сильная либидо. Очень, потому что вы его, понимаете, вы его очень будете зажигать. Причем у него как бы, в принципе, вот такой, есть люди, которые вот их возбуждает, их ведет сексуально именно когда у них есть чувство и любовь, когда их человек зажигает, понимаете, когда вот есть связь. То есть это не тот человек, который может спать со всеми подряд. Вообще не так. Причем на него очень многие женщины засматриваются с таким смыслом. То есть он настолько... Ему это, кстати, вот то, что, знаете, некоторые мужчины, на них очень женщины много смотрят, ему это самооценку не поднимает, ему это, наоборот, его это отвлекает. Он говорит, я вообще другой. Для него, знаете, у него все время эти тени, какие-то женщины, какие-то люди, то есть для него это все такое пустое, говорит, мне нужна одна, очень мощная, наполненная, в которой все. И это, и это, и это. Мне женщина нужна, в которой все. Знаете, мне такое идет, вот он как будто бы передает, что ты даже, говорит, не понимаешь, что я как будто бы буду тебя держать вот в... Я создам тебе такой кокон, он говорит. Ты, говорит, сейчас волнуешься и направляешь свои силы, главный месседж он такой передает, не туда. То есть ты сейчас волнуешься, переживаешь и работаешь в своей жизни, пытаешься беспокоиться о том, что на самом деле не важно. Есть вещи поважнее. То, о чем ты беспокоишься, потом на самом деле буду решать я. Вы знаете, вообще такой же человек, который понял жизнь, он так, знаете, выбирает жить спокойно. Он хочет, ему очень нравится стабильная, комфортная жизнь. И он очень много для этого готов что-то делать, работать. Он вообще считает, что это не женское дело переживать о каких-то бытовых проблемах. Он, да, знаете, он даже вам... Вот, кстати, не зря сказала эту фразу. Он вам часто будет говорить такую фразу, типа, не волнуйся, не переживай, не хвилюйся, don't worry, там, типа, forget. Там, как бы, то есть он все время будет такое что-то говорить, мне идет. Почему-то мне на английском пришли слова на украинском. Больше даже на... Не знаю, то есть такой момент, что... Кстати, вот я записываю этот расклад, помните, райское место? То есть тема иностранца у кого-то проиграется, кому это нужно. Не все хотят замуж иностранца, кто-то хочет.
Для кого-то это прям мечта. Да, есть несколько, я бы сказала, не 50%, но около 20% девушек, которые смотрят расклад, для них это прям мечта замуж за иностранца. Посмотрите вы, кстати, тот расклад «Райская жизнь», да, будущий муж. Посмотрите, если вы его не видели. Так, что он еще вам передает, девочки? Давайте посмотрим. Он передает, что ты так волнуешься о деньгах вообще. Это не то, о чем тебе нужно волноваться. У меня этого полно. Мне этого достаточно на двоих. И даже с горочкой. Он говорит, вообще научись отделять свои душевные тревоги от своих материальных, что ли, тревог. Что-то такое он только говорит. Я даже сейчас не могу понять, что он конкретно имеет в виду. Наверное, вы каждая сами поймете, что это значит для вас. Как будто бы, когда у вас что-то не получается в финансовых вопросах, вы как женщина, я поняла. Потому что, почему он так говорит? Потому что как будто бы для мужчины это, естественно, очень связанные вещи. А для женщины, он говорит, почему ты это не разделяешь? Почему ты мыслишь как мужчина, как мужик? Почему ты так думаешь? Почему ты свою женскую самооценку и свою материальную финансовую реализацию их объединяешь как-то воедино? Он говорит, почему так? Почему ты... Знаете, это как будто бы вот сейчас я объясню, почему вот от него такая энергия идет. Это как будто бы, представляете, эстафету. И вот там люди бегают эстафету, что-то догоняют. И он как будто бы говорит, ну мы же с тобой вместе, мы же заодно, мы идем к одному. Почему ты балда? Он такой, понимаете, почему ты балда? Не знаю, почему-то не по голове хочет постучать, а ну, почему-то, я просто вам, чтобы вы увидели зрителя, он стучит вот это, как по дереву. У него, знаете, такие босские замашки есть. Я же говорю, поэтому мне пришлось сразу по самооценку. Женщины со слабой самооценкой с ним не смогут. Это должна быть такая уже у вас самооценка, уверенность в себе, любовь к себе, чтобы такие вот шуточки его, такие вот всякие словечки, замечания, они будут вас веселить, а это будет вас объединять, это будет такой юмор ваш, понимаете? У кого низкая самооценка, кто еще в себе не уверен, у вас с ним не получится. Это будут постоянные конфликты, постоянно будете обижаться. Он говорит, а что обязательно? Говорит, я тебя люблю, я все для тебя. Ну просто, понимаете, что я хотела сказать. Это же на уровне души сейчас все. И такой момент, что он говорит, это как же эстафета, мы же с тобой вместе работаем, мы же вместе наши души трудятся, чтобы эта встреча произошла, чтобы нам было друг с другом хорошо. Он говорит, почему ты не понимаешь, что в чем твоя женская реализация, предназначение, в чем твоя женская энергия, почему ты сейчас тратишь время на другое? Это мое, говорит, это мое, не бери мое. То есть это же не значит, что, понимаете, вот что женщина не должна работать, реализовываться. Нет, вопрос в приоритетах. Вот он об этом говорит, именно приоритет. Он говорит, вообще раздели эту грань, отдели финансы, какие-то свои дела в социуме от своей женской энергии, внутренней энергии. Он говорит, раздели это. Это понятно, что это в вас едино. Он говорит, ну ты не переноси одно на другое. Вот он что-то такое вам передает, девочки. Переживает за вас, волнуется, такой прям заботушка прям. Но он такой лидер, понимаете? Это не мужчина, который будет, знаете, вот такой хлюпик. Я же говорю, это мужчина для очень проработанных, зрелых женщин, которые, такая, знаете, энергия идет. Я думаю, даже сейчас по мне вы считали, потому что я сейчас подключилась к нему. Такая очень зрелая мужская энергия, которая, знаете, вот он такой вот, он очень мягкий, нежный внутри, но он может внешне выдавать себя очень таким, знаете, немножко босси-мен такой, знаете, немножко такой, слово понты вообще не проходит, немножко таким деловым, немножко таким, знаете, вот. Так, что еще он нам передает, мои хорошие? Он говорит, в тебе столько качеств, говорит, я в тебе все это раскрою. Я как будто бы по лепесточкам, мне прям идет, как будто бы у тебя лепесточек грань здесь, лепесточек здесь. Говорит, ты даже не представляешь, как я могу тебя раскрыть как женщину. Говорит, ты же защищаешься, ты не даешь мне подойти к тебе и не даешь мне раскрыть тебя именно как женщину. Как будто бы, знаете, он говорит, что вот ты притягиваешь такую энергию, типа как вот пацанчик. Ну вот это, понимаете, не то, что вы мужественны, не то, что у вас такая пацанячья энергия. Это вам очень хорошая подсказка, которая говорит, что вам сейчас главный фокус нужно поставить на именно своих женских качествах, на пробуждение своей женской энергии, на то, чтобы научиться наслаждаться, радоваться, быть счастливой всегда, понимаете, пропускать через себя эту энергию света и радости. Вот он говорит, здесь прям, понимаете, вот через вас должна струиться вот эта энергия счастья, понимаете. Он говорит, все остальное, все заботы я возьму на себя. Научись так жить. Мы так будем жить всегда, говорит. Это, кстати говоря, вот этот союз, который
это, знаете, такой вот, он бесконечен. То есть вы, когда соединитесь, уже все, ваши души, вот они вместе. Вы вообще не будете разлучаться. Вот я смотрю, вот это все, вы все время вместе, никаких разлук нету. Может быть, какие-то, знаете, даже там на час расстались, там на день. Люди, которые все время будут вместе. Настолько им будет вместе хорошо, комфортно, они как будто бы будут продолжать друг друга, знаете, как шерочка с машерочкой, ниточка с иголочкой. Ну, посмотрите, девочки, ну, посмотрите, как классно. Сейчас, я же это, сейчас. Посмотрите. Ну, вы не увидите. Тут это такие мелкие детали. Это нужно, я не знаю, посмотреть. Там, я сфотографирую в Телеграм. Как обычно, наши закрыты. Присоединяйтесь. Я хочу вам объяснить, что Телеграм – это возможность, во-первых, для вас иметь такое женское пространство, где можно общаться. У меня там открыты сообщения, девочки немножко стесняются, но можно общаться, можно действительно заводить дружбу, иметь такой женский коллектив, такой онлайн. Во-вторых, это возможность получать прогнозы, поддержку. Я держусь за кадровыми какими-то ситуациями, иногда что-то из своей жизни выкладываю. А самое главное, что это, знаете, такая вот ваша возможность отблагодарить меня за мою работу, ну, как бы это поддержка моего труда. Для меня это тоже очень ценно, понимаете, чувствовать и видеть, что то, что я делаю для вас, находит такой отклик, и у вас возникает желание меня поддержать и отблагодарить. Поэтому я благодарна всем девочкам, которые вошел в группу. Я понимаю, что это ваш способ поддержки, благодарности ко мне. И мне хочется как можно больше туда тоже вкладывать. Благодарю также всех подписчиков, которые на YouTube меня поддерживают и тоже стали спонсорами канала. Девочки, я специально для вас создала желтенькие, красненькие, сердечки, разные имиджи. Пользуйтесь, это все для вас. Я вас люблю. Благодарю вас. Знаете, что он еще говорит? Он говорит, вообще вот научись как-то наряжаться, что ли, украшать себя. Причем это в каком-то непрямом смысле, и в прямом, и в переносном, да. То есть как-то вот такое идет, что как будто бы стань какой-то такой очень, я не знаю, такое слово идет, как будто бы какая-то гибкость, какая-то такая женственная, струящая какая-то энергия должна быть, понимаете, волна. Вот прям волна, вот не зря здесь такое море, там бассейн, понимаете, какая-то. Почувствуй в себе эту женскую струящуюся энергию, вот он говорит. А то в тебе как-то вот энергия, как-то даже она не течет, она как будто бы стоит. Он говорит, куда мне войти в это? Но это нужно проработать. Я же говорю, здесь сразу шло изначально, как классно. Мне так нравится делать расклады, смотреть кофейную гущу на жаре, потому что кофе сразу застывает, оно как глина, оно так красиво, моментально просто схватывается и никуда не утекает. Это мне очень нравится, кстати. На ветру оно прям... Я вам все сфотографирую. И кстати говоря, еще здесь у кого дети, будет мальчик и девочка. Для кого дети актуальны, именно 2 ребенка, мальчик и девочка. И еще какая-то то ли собачка, то ли кошечка, что-то такое будет у вас. Вообще вы такая вот у вас, я же говорю, вы такая пара, что вы хотите много-много чего, чтобы вас объединяло. Я же говорю, все время вам нужно что-то придумывать, что вас скрепляет. Не придумывать, а вас создавать настолько хорошая связь. Ну, в общем, эта встреча абсолютно мужской и женской энергии, инь-янь. Вы увидите, это подтверждение прям с 2 сторон, понимаете? И мальчик, и девочка. Может быть, даже у кого-то близняшки. Может быть, знаете почему? Потому что такой более возраст уже зрелый, может быть, вы ЭКО будете, кстати, делать. Кто-то, кстати, был против, я смотрю, вот ЭКО как будто бы никогда. Но мужчина как будто бы будет предлагать, настаивать, будет поддерживать. Это от него будет идти инициатива. Для вас вообще как будто бы дети, это не важно, это от него. Его род как будто бы толкает туда рождение детей. Для него это очень важно. Вот он будет. Поэтому, кстати, вот поэтому он говорит себе, женская энергия, как женщина, развивайся. Наполнять, понимаете? Вот поэтому, потому что он видит в том числе ваше именно такой вот это еще женщина как мать. И я же говорю, то есть для кого дети актуально, там по возрасту и вообще для вам желание такое есть, будет 2 ребенка, мальчик, девочка. Для кого нет, то будут какие-то, знаете, там, не знаю, кошечки, собачки. Вот я вот прям вот вижу, кошечка или собачка. Точно, одно будет такое домашнее животное у вас. Прям, знаете, как будто бы что-то вас объединяет, и вы там как бы усиливаете вашу любовь друг с другом. Боже, как красиво, какая чашка девочки. Боже, как это красиво. Боже, прям слюни текут на такую жизнь. Боже, вот это, понимаете, вот этот расклад, он продолжение тех 2. Вот это чтение, оно продолжение того потока, который я записывала на этом же месте. Меня сегодня
Сейчас уже, кстати говоря, дело ближется к концу дня. Видите, солнце уже такое мягкое. Я обычно всегда делаю чтение утром, но сегодня я была очень занята в первой половине дня. И вот сейчас только ближе к вечеру я освободилась. И меня привело, и так все сложилось, везде все трафик, все закрыто. Я смогла только сюда приехать. Я приехала сюда и сразу же поняла, что я не буду делать расклад, хотя у меня карта с собой. Знаете, какая у меня колода с собой? Знаете, какая у меня колода с собой? Вы поняли? Да, я сейчас вытащу вам одну карту. Вы же любите у меня. Сейчас мы вытащим. Да это не зря, не зря. Говорю, ну я когда... Шерочка с машерочкой, вы посмотрите. Из всех колод, боже, из всех там этих десятков колод. Сейчас я вам вытащу карту. Самая первая. Боже мой. Ну, пожалуйста, вот первые две карты. Пожалуйста. То, что я и сказала, понимаете? Подтверждение. Карты всегда просто продолжают и подтверждают. Будем завершать на них. Смотрите, вот они прям просто, понимаете, и вода. Вот абсолютно, видите, там вода, здесь море. Вы посмотрите, вот это просто подтверждение, что эти карты для этого расклада. Девочки, посмотрите, вот море. И там, посмотрите, вот там парочка плавали в бассейне, вот они прям влипли друг в друга. Посмотрите, влипли друг в друга. И посмотрите здесь, как мужчина стоит. У него как будто, вот видите, вы даже за спиной обнимаетесь. Это ваша рука, это его рука. За спиной обнимаетесь, девочки. Посмотрите, это вообще реально? Это вообще возможно? Как такое вообще? Объясните. Ой, девушка на матрасе. А вот девушка на матрасе, понимаете, потому что про вас нужно сказать. Потому что у вас еще пути, у вас есть еще дороги, есть пути, есть еще вещи, которые вы должны сделать. А вы такая, знаете, чилите. Нет, девочки, вам нужно двигаться. Видите, она вот тоже, может быть, у вас нету сил двигаться, но двигайтесь хотя бы в горизонтальном положении, хотя бы, знаете, как говорится, лежите в том направлении. Если совсем нету и силы день, как делать? Даже как я обожаю, как работает пространство. Надеюсь, есть люди, которые не понимают вообще, что здесь происходит, и пишут мне иногда раз в неделю обязательно кто-нибудь напишет эти ваши вздохи, эти ваши замечания. Боже, к чему они? Уважаемые гости канала, если вам эти синхронистичности непонятны, I can't help you, sorry. Они для тех, кто понимает. Ну, посмотрите. Вода, счастье. Посмотрите, то, что я вам сказала. Посмотрите, вот посмотрите. Я же говорю, вот помните, я вам сказала? Вот посмотрите, как у меня работает. Я же говорю, мне пришлось по такому, вот так вот. Она здесь, это его рука, и за его спиной, понимаете, за его спиной. Вот эта связь, он держит, он будет держать все. Вы сможете положить ему голову на плечо. Видите, голова такая. Я вам сейчас покажу, посмотрите, вот его голова какая огромная, видите? Вот его голова какая огромная. Понимаете, здесь на чашке. Огромная его голова. Он очень умный, очень солидный мужчина. Девочки, ну это вообще... Посмотрите, вот сейчас я вам вот так вот сделаю. Чашку. Вот так вот. Посмотрите. Не знаю, как их вместе. Ну это вообще класс. Вот так вот. Такая вот у нас, понимаете, история двух невероятных, мощных людей. Сейчас вот так вот чашку поставим, вот так вот, чтобы она была, как я ее ставила. Я сейчас вам сфотографирую это все в Телеграм. Смотрите, какая классно. Поставлю на заставку. Ну, просто сказка. Вот чтобы оно сохранилось просто, ну, на память. Ну, посмотрите. И знаете, что сейчас идет? Последняя карта совета, девочки. Все-таки двигайтесь. Если вы думаете, что вы делаете все так, нет. Есть какие-то еще такие, знаете, движения, есть еще какие-то такие моменты, которые вы не делаете каких-то шагов. Есть еще вещи, которые вам нужно делать, двигаться вперед, и дело за вами. Поэтому... Милые мои, приходите на курс, если вам вопрос женственности, гармонизации, подготовки к встрече с мужчиной. Приходите, у меня специально созданные программы для этого. Я прошла это все сама, на моем опыте, все мои знания. И то, что я прожила ну, не знаю, я никогда не считала, знаете, сколько у меня консультаций. Там пишут у меня 500 плюс, 1000 плюс. Я понятия не имею, я просто знаю, сколько лет я ежедневно работаю с женщинами. А это уже практически, ну, нет, не 20 лет. Где-то около 15-17 лет, наверное, где-то так. Вы такие, да, посчитали, сколько мне лет? Молодцы. А что? Все наше, все родное, нам нечего стесняться, правильно? Вот и вы, понимаете, самооценка. Вот не зря сказала, самооценка. С таким мужчиной, вот и вы такая парочка, понимаете? Очень мужчина с явно проявленной солнечной энергией, а вы должна быть женщина с очень проявленной, не зря я у воды записываю, понимаете? Очень ваша такая текучая женская энергия. Мои дорогие, мои хорошие.
Был прекрасный сегодня расклад. Я вас рада видеть на своем канале. Подписывайтесь, если вы хотите увидеть основу. Пишите в комментариях, что вам срезонировало сегодня. Приходите на мои курсы, приходите в мой закрытый телеграм-канал. Масса возможностей со мной взаимодействовать, поддержать в том числе меня, получить очень много знаний, энергии и все эти мои наработки, которые позволят вам прийти ко всем вашим мечтам. Ну что, с этим прекрасным видом для вас была Ева.